Какой стиль в тяжелой музыке, Хрюш, предпочитаешь? Какой? Конечно же, трэш. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Алекс Твистед. Давненько мы с вами не виделись, наверное, года 3. Вы так надеялись и верили, и вот она я и здесь, готова с вами поделиться новым обзором. Появился тут повод, и я подумала, что значит пора. А поводов на самом деле 2, и это недавний юбилей у уважаемого мной Анатолия Чеботаря и переиздание одного из лучших альбомов отечественного трэш-металла. Так иногда бывает, что у металлистов некоторые города, регионы или даже страны начинают ассоциироваться с определенными группами из этих мест. Так, при упоминании Бразилии мы невольно думаем о Сепультуре. Флорида и Гетеборг неразрывно связаны с классическими школами дэс-металла. А при слове о ливерпульской четверке невольно вспоминается Каркас. Так и у нас в стране. Если это Кострома, то это в первую очередь группа Мортифер, а позже и Барбарити. Впрочем, обе эти группы связаны именами двух отцов костромского металла, уже упомянутым мною барабанщиком Анатолием Чеботарем и гитаристом-вокалистом Сергеем Новиковым, который принимал непосредственное участие и в записях нескольких альбомов «Варваров». Но сегодня мы поговорим о свежем переиздании знакового альбома группы Mortifer «If Tomorrow Comes». Первоначально альбом был выпущен в 1999 году культовыми лейблами тех лет Metal Edge и Valiant на кассетах, а позже и на дисках. Перед вами оригинальное издание с не очень типичной для трэш-металла тех времен обложкой, но очень запоминающейся. Оформление аскетичное и имеет вкладку с одним разворотом. Кстати, кассета у меня тоже есть. Но главное – это содержание. Альбом представляет собой профессионально сыгранный разноплановый трэш поистине мирового уровня, вобравший в себя все лучшее из жанра и при этом оставаясь самобытным и никого не копируя. Здесь есть и агрессивные боевики, и гармонично вписанный притрешованный кавер на Running Wild, и настоящая проникновенная металлическая баллада. Далеко не у каждой группы вы найдете на одном альбоме столь грамотного сочетания тяжести и мелодичности. И я с полной уверенностью могу отнести этот альбом к золотому фонду не только отечественного, а мирового трэша. Но если композиторский талант и техника музыкантов были на высоте, то дорогого продюсирования явно не хватило этому альбому. И звук, конечно, местами вызывает досаду. Конечно, он не такой уж и плохой, но точно не соответствует качеству материала. И, конечно, в других условиях он бы мог звучать намного убедительнее, по моему мнению. Например, как на последующих альбомах группы. И вот, в 2023 году силами лейбла Midstocks Records выходит такое долгожданное переиздание. Традиционно для лейбла диск выпущен в виде 4-панельного дигипака и имеет шикарное оформление. Как мы видим, обложка стала другой, более современной. Да, она лучше отражает тематику альбома, но, на мой взгляд, не соответствует духу той эпохи, в которой создавалась запись, и больше подошла бы новому альбому или перезаписанному в сегодняшних условиях. Вообще, смена оригинальных обложек у переизданий вопрос довольно спорный. Лично мне, как любителю олдскула, всегда нравились старые оформления, в них есть и ностальгия, и частица души. И поэтому я всегда выберу оригинал в этом плане, каким бы порой наивным и странным он не был. Но без оглядки в прошлое готова признать, что новое оформление Мортифера выполнено действительно очень круто и сочно. Тут и рельефный лаковый логотип, и нумерация. Кстати, всего выпущено 300 копий. Буклет на 12 страниц содержит помимо текстов песен также вступительное слово.
и интересное интервью с Сергеем Новиковым, из которого можно узнать, как и на чем писался альбом, а также архивное фото. Вот, например, здесь Мортифер с креатором во время совместного выступления в Москве с вездесущим, в хорошем смысле, Евгением Аксеновым в центре. Также издание дополнено эксклюзивными артефактами в виде открыток, наклеек и медиатора. И нужно отдать должное, все выполнено красиво и стильно. А на сам диск нанесен красивейший пит-арт. Теперь самое главное – звук. Запись прошла повторный мастеринг, и это, безусловно, положительно сказалось на результате. Hungry animals fighting for a piece of meat tonight. My generation, maybe you can see the signs rising, like sign of your salvation. If tomorrow comes, В оригинальном издании звук отличался зудящей резкостью гитар. Здесь же сделано все довольно плавно, чисто, плотно, сбалансировано. Нет ощущения выкрученной громкости, чем обычно грешат ремастеры. В общем, сделано все очень деликатно по отношению к исходнику. I know your faults before you do something. I broke your hopes, I see your dreams. I'm inside you, you belong to me. I'm inside you, do you feel me? I'm your fear. Конечно, не стоит ждать чудес, условия записи не исправят ни один мастеринг, но когда слушаешь на хорошей аппаратуре, разница действительно ощутима, и диск приятно слушать даже на очень большой громкости. Привет соседям! Альбом звучит цельно, а 37 минут пролетают на одном дыхании, и это тот самый случай, когда в конце пластинки хочется ее послушать еще и еще. Ходят слухи, что у лейбла есть планы переиздания следующего альбома группы Blind Faith с дополнительным бонус-диском, и надеюсь, что эти планы воплотятся, потому что классика должна жить, радовать старых фанатов и приобретать новых. Stars are burning hot, blasting all around. I feel the smoke of the burning fire. Million white giants calling from the ground. Tireless conveying themselves. Fire of hell, burning this smoke. All are burning in hell and flows blood. Nobody not to stay alive. Kill liberator. What is what? В целом, конечно, очень здорово, что растет тенденция переиздания раритетов. Это дает забытым шедеврам новую жизнь. Но я, если честно, небольшой фанат подарочных изданий, так как я не коллекционер, для меня главная музыка, звучание. И если есть какой-то выбор, я выберу вариант в стекле. И лучше, чтобы тираж был большой, чтобы любой желающий мог найти в любой точке мира, в дистро, это переиздание. Вот, поэтому я всегда за то, чтобы было два вида переизданий. Один подарочный, лимитированный, красивенький, а другой для всех обычный. Но в данном случае выбирать не приходится, и я всем настойчиво советую торопиться с приобретением, потому что тираж небольшой и скоро станет коллекционной редкостью. И не забывайте, что покупая кассеты, диски и винил, вы не только получаете возможность качественного прослушивания и пополняете свою коллекцию, но и этим самым поддерживаете музыкантов, лейблы, да и вообще всю движуху в целом.
Поэтому не скупитесь тратить деньги на музыку, на мерч, на билеты на концерты. Поддерживайте любыми способами ваши любимые группы. Так они имеют возможность получить хоть какую-то копеечку за свои труды, за свое творчество, за свой бессмертный вклад. И, конечно же, Мортифер достойны этого красочного переиздания, их высокого статуса. И, конечно же, они достойны, чтобы вы их обязательно послушали. А на этом фоне, быть может, Мортифер возвратится. Как говорится, никогда не говори никогда. I feel so lonely. I'm a stranger, going through the night of my dreams. I live without you, like an angel, fallen angel without wings. I know it's not forever. I see end of my pain, of my pain. Please don't say never. You don't say never again. Так что же выбрать? Оригинал или переиздание? Мой ответ: нужно иметь два варианта. И все остальные релизы Мортифера, потому что плохих работ у них нет. Все ссылки на альбом, группу и лейбл вы найдете в описании к этому видео. Слушайте маму и трэш. Здорово, Кустрымов! Здоровенькие! Что вы делаете? Обряди вам, милый, я мню. Умните!